Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы начинаем новую карьеру на канале. Это карьера за итальянский Милан. Многие ребята после завершения карьеры за Ман Юнайтед просили именно за этот клуб начать карьерку. Да, были предложения по тому же Интеру, но, ребят, Интер сейчас в принципе на ходу, у них довольно мощный состав, а Милан мне показался довольно интересным вариантом для карьеры, потому что здесь довольно много возрастных ребят, довольно много ребят, у которых не самый высокий рейтинг. И поэтому, я думаю, эта карьера может быть похожей на карьеру за Ман Юнайтед, где мы не сразу, но постараемся все-таки завоевать Лигу Чемпионов, постараемся выиграть чемпионат, и работ предстоит немало. Ну а вы поддержите все это дело своим лайком, усаживайтесь поудобнее, если здесь впервые, подписывайтесь на канал, по ссылке в закрепленном комментарии переходите в наш телеграм, там у нас голосование, анонсы выхода серий, уведомления о стримах, вся полезная инфа. Также в закрепе есть ссылка на мой Twitch канал, где у нас проходят стримы, и там же есть ссылка на мой второй канал с прохождениями. Его название Фандом Лига, там у нас сюжетные игры, сейчас мы там проходим Red Dead Redemption 2 и проходим новинку WWE 2K24 Wrestling. Кому интересен, всем буду рад. И также, ребята, предлагайте в комментариях игроков, которых вы хотели бы увидеть в нашей команде. Прочитаю, посмотрю, пока идет трансферное окно, как раз таки будем разбираться, что к чему. Ну и перед началом давайте посмотрим на задачи от нашего руководства, что они хотят от нас, от нашего клуба. Итак, нам нужно подписать не менее 3 игроков моложе 20 лет с потенциалом выше, чем средний общий рейтинг игроков, играющих в данный момент на этой позиции. То бишь, нужно найти 3 молодых ребят в академии, подписать их и, собственно, чтобы у них был рейтинг лучше по развитию, чем те ребята, которые есть сейчас у нас на этих позициях. Также нужно продать 2 игроков и подписать 2 новых ключевых игроков, и полностью нужно освоить трансферный бюджет. Ну а также достигнуть количество игр с минимум 1 забитым голом в домашних матчах в этом сезоне, аж 15. Также нам ставят задачу, это, ребята, дойти до полуфинала Лиги Чемпионов. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Также нам нужно выиграть чемпионат и выиграть Кубок Италии. Ну, в общем, нам ставят, ребята, максимальные задачи, но, опять-таки, вряд ли за первый сезон мы сможем выполнить их сразу все. Накидал я, ребята, пару вариантов из тех, которые нашел в интернете на слуху, кем интересовался Милан, кого бы хотел Милан подписать. И, наверное, из интересных вариантов здесь первые, наверное, 2 футболиста, которых я хотел бы подписать. Это, во-первых, Бенджамин Шешко, 77-го рейтинга, давненько я за него не играл в карьерах, плюс этот парень здорово развивается, и как раз-таки на замену старенькому Жиру он мог бы зайти довольно неплохо. Ну и плюс Рамсдейл. Я честно признаюсь, наш голкипер меня не особо мне заходит. Вот сколько раз я играл с ним в карьеры. Вчера на стриме мы играли матчи за Милан, и он пропускал просто какие-то глупейшие голы, при том, что рейтинг у нашего вратаря довольно высокий, у него очень высокая стоимость, но при всем при этом он пропускает очень часто просто глупейшие голы. И когда мы в прошлый раз, я помню, играли вроде бы за Милан, я его менял на Доннарумму, если мне память не изменяет, и тогда Доннарумма просто феерил в нашей команде. А до этого наш голкипер с высоким рейтингом пропускал просто все, что можно. Что касается нашего трансферного бюджета, то у нас есть 93 миллиона, я никаких вложений не делал. Что касается, ребята, уровня сложности, то здесь все то же самое, как и в карьерке за Ман Юнайтед. Мы играем на легенде, но играем с измененными настройками бегунков. Про это есть отдельный ролик на канале. Закреплю вверху видео. В плашечке будет вылезать как раз таки именно этот видос, так что смотрите, пользуйтесь. Ну а у нас стартуют предсезонные турниры, здесь довольно интересные команды. Как мы видим, Александр Арнольд перебрался уже в мадридский Реал, такой довольно популярный переход в карьерах. У нас на предсезонке нам досталось 3 команды из Англии, это Челси, это Тоттенхэм и это Манчестер Юнайтед. Вот такие вот интересные получаются у нас встречи.
Ну и давайте быстренько посмотрим, что у нас по составу. Если к стартовому составу плюс-минус особых вопросов нет, здесь, конечно, центр поля, ну такой слабоватый, не самая, может быть, сильная правая часть нашей обороны. Ну и в нападении Пулишич 81 всего лишь, то есть здесь Чуквеза есть еще 80-го рейтинга, но по факту все ребята не прям блещут каким-то рейтингом, да, это не супер высокоуровневые футболисты. Что касается замен, здесь есть игроки типа Флоренции, Калюлю, Чао, но опять-таки, ребята, у них рейтинг еще меньше. Побега мне очень нравился в свое время, но, как мы видим, рейтинг 75. И не знаю, будет ли он вообще качаться, развиваться, игровых стилей у него нету. Поэтому давайте сыграем первую игру, посмотрим, на что способен наш состав. И это первая игра с Челси. Вот состав их команды, они сегодня выходят, ну, можно сказать, основой. Да, там Энсо Фернандес на замене. Он обычно, если выходит, то сразу же усиливает игру. Ну, а мы, ребята, сегодня выходим играть тем же составом, который вы только что видели. И давайте попробуем выиграть. На канале у нас сейчас будет идти две карьеры. Карьера за Динамо СПБ и карьерка за Милан. Эти карьеры будут чередоваться день через день, чтобы вопросов не возникало, когда та или иная карьера. День через день будут выходить серии. Ну и давайте, ребята, давайте начнем. Посмотрим, кто сегодня окажется сильнее. Да, это предсезонный турнир. Здесь, в принципе, задницу рвать не нужно. Но нужно, ребята, посмотреть, на что вообще наша команда способна. Какие позиции нуждаются в усилении. И хоть это и игра, а нереальная жизнь, это кто-то скажет, что опять там какие-то трансферы нереалистичные. Ну, у нас есть задачи. И не факт, что эти задачи у команды есть в реальной жизни, что нужно выиграть прям все. Поэтому нам для достижения целей нужно собирать боевой состав и уже отталкиваться от того, как играет наша команда именно в игре. Но пока немногое получается. Сейчас Рахим Стерлинг пытается левым флангом пройти. Калабри его пытается встретить. Хорошая передача в центр. Ну и вот так по флангу аккуратно, здорово. Лофтус-Чик. Хорошая передача на Пулишича. И Пулишич может разгонять атаку. Рикошет и первый угловой. Тео Эрнандес на дальней штанге неплохо забегал, но мяч до него не добрался. Давайте. Странно, что у нас Ляо подает угловой. Мне кажется, он бы на втором этаже мог сыграть поинтереснее. А здесь удар Кьяера, но он прошел, по-моему, через Тамори. За многих ребят из этого коллектива я не играл. Не знаю, на что они способны. Плюс много из них не имеет высокого рейтинга. Рискованно тут ему по ногам ударили. Бонасер, и надо бить. Хороший выстрел по воротам. Но снова справляется вратарь Челси. У нас 39 минут позади. Челси все чаще пытается разыграть именно через фланг Рахима Стерлинга. Но здесь Калабрия раз за разом аккуратно разбирается в эпизодах. Хорошая передача в центр. И Тео Эрнандес разгоняет сейчас атаку по флангу. А где нападение? Тео. Он пока один. Не чувствую Ляо. Совершенно. Просто, ребята, не чувствую. Что за передачка? Здорово. Ну какое нарушение, реф? Он посчитал, что подтолкнули мы соперника. Подача в штрафную. Смогли отбиться. И на этом первый тайм пока закончен. 0-0. Ну, как я вижу, Челси пока тоже так довольно вяленько в сезон пытается войти. У нас хотя бы были какие-то попытки ударов. У них пока только попытки подходов к нашим воротам. Удар есть. И угловой. К Ляо нужно будет привыкнуть. Вот кто-то говорил мне на стриме, что за него прям очень классно играть. Но вот пока я его совершенно не чувствую. Но вот сейчас Ляо пошел в атаку сам. Залетает в штрафную. Немножко раскачивает соперника. А ударить не успевает. Там просунул
Защитник Челси ножку. Снова Ляо. Тео Эрнандес. Так, вот аккуратненько подходим. И вот здесь нужно забивать. И Пулишич. Пулишич, ребята, забивает первый гол. 60-я минута. Ну, это товарищеская встреча, можно сказать. Предсезонный турнир. И создан именно для того, чтобы тестировать команду. Окафора давайте выпустим вместо Жиру. Жиру, мне кажется, и мяча особо сегодня не потрогал. Но, видимо, не его игра была. Не было у нас каких-то особо опасных навесов, таких, знаете, на него, чтобы он мог выпрыгнуть головой, ногой, как угодно. У него есть возможность забивать любые мячи. Я имею в виду с исполнением каких-то акробатических этюдов. Но вот сегодня, к сожалению, таких моментов просто не было. А тут Челси здорово поддавили. Один удар, второй, пока соперник не выпускает нас. Ну а здесь добивание, вот я говорю, наш вратарь просто потерялся. Защитники старались отбить все, что можно, но, к сожалению, вратарь раз прыгнул, два прыгнул. Здесь он уже сидел на заднице, ну а когда мяч полетел в дальний, там уже, к сожалению, спасти было невозможно. Побега выходит вместо Лофтуса Чика. У нас ничья 1-1. Ну, Челси здесь прям в атаке додавили. Здорово, Ляо. Ну, давай, давай, Ляо. Надо убегать. Черпачок в штрафную. Удар по воротам. Какое спасение. Какое спасение, ребята. Это было круто. Вот здесь Ляо здорово разбирается. Простреливает в центр. Еще один удар. Челси в последней атаке этого матча. Удар по воротам. Тамори не смог, к сожалению, зацепиться. И здесь через него мяч проскакивает. Удар в ближний. Ну, хотя бы тут голкипер наш вытащил. Но есть еще один угловой. Переиграли, мне кажется, мы добавленные минуты. Ну и давайте просто туда, к центру. И все. Первый матч закончен, ничья 1-1, такой довольно непростой получился поединок, но мне кажется, ничья вполне себе закономерна, потому что и Челси где-то поддавливали, где-то мы. 1-1 вполне справедливо. Но, как мы видим, в первом матче из всех команд выиграли только Тоттенхэм, с которыми мы сейчас как раз будем играть, и они выиграли 4-1. И Ньюкасл, которые победили со счетом 2-1. Мы, ребята, сегодня играем с небольшими изменениями. Перед этим давайте взглянем на состав Тоттенхэма. Довольно интересный составчик, и они, в принципе, полны сил. У них еще и Тимо Вернер, Мэдисон, Маратта есть на замене. Так что есть футболисты, которые могут усилить, и мне кажется, состав даже где-то может быть чуть посильнее нашего. У нас сегодня Калюля выходит с первых минут, Адли и Чуквезе. Так что давайте начинать. С Челси получилась неплохая игра, пока мы пытаемся прочувствовать состав, пытаемся понять, кто на что способен. Поэтому ждать каких-то невероятных игр, я думаю, не стоит. Но при этом мы как раз пытаемся за счет предсезонки понять, где нам нужно усиление. Пока вот я чувствую, что в центре поля немножко не хватает какого-то крепкого игрока. Ну и в атаке Жиру был незаметен. Окафор вышел вместо Жиру и тоже особо мяча не потрогал. То есть у нас в основном через фланги. И позиция Шешко, например, здесь выглядит как довольно интересный вариант, потому что этот парень может и убежать, может создать. Тео Эрнандес здесь сделал непонятную передачу, которая до Ляо не добралась. Поро. Давай, Эрнандес. Молодцом. Начинаю потихонечку вспоминать, ребята, первый сезон карьеры за МЮ. Тоже было сложно, тоже не все выходило. Жиру, вот здесь классно он выкатывает, ребята, на Ляо. Ляо набирает скорость, Ляо забить. Вот тут получилось отлично. Ляо, ребята, выводит нашу команду вперед. И тут уже очень грамотно сыграл Жиру. Вот как вы видите, он сейчас даже не особо торопливо бежит в атаку, потому что
Он рассчитывает на то, что Ляо исполнит. Ну и Ляо, собственно, и исполнил. Здорово. В дальний угол закидывает мяч как рукой. Аплодисменты от главного тренера, от ребят со скамейки. Ну и это 1-0. Рафаэль Ляо, 9-я минута. Открывает счет в этом матче. Ну и вот здесь у него здорово получилось убежать. Но опять-таки здорово и Жиру сыграл. У Жиру есть, ребята, золотой талант, именно акробатика. Когда он может и сложиться в воздухе, пробив ножницами все, что хочешь. Здесь здорово встретили Сона, но главный арбитр снова фиксирует какие-то нарушения. Подача. Отбились. Жиру. Удар есть. Ну пока к вратарю сильных вопросов нет, ребят. Посмотрим, что будет дальше. Хорошая скидка. Ну же, Адли. Пробивает, но удар успели накрыть. Поро. Убегает сейчас от Тео Эрнандеса. Хорошая передача в центр. И что это было? Что это было? Ришарлисон как будто хотел вратаря подловить, но в итоге подловил сам себя. Чуквезе. Развернулся здорово, но вот здесь Сон подстраховывает партнера. Тео Эрнандес. Просит мяч и получает его слева. Оливье Жиру. Подача на ближний угол вратарской. Но снова здесь успевает здорово среагировать голкипер Тоттенхэма. И у нас, ребята, близится концовка первого тайма. Здесь Адли, здорово. Хорошая передача на Чуквезе. Ну и его тоже встретили здорово в мощном подкате. Я решил немножко изменить схему и чуть-чуть повыше поднял позицию Лофтуса Чика, и вместо него Окафор вышел. Он вышел, можно сказать, играть под нападающего, чтобы не убирать. Оливье Жиру здесь здорово. Чуквезе заскочил в штрафную. Подача. Жиру. Вот это, ребята, его игра. Жаль, здесь в створ мяч не полетел, но это как раз то, что он может исполнить. Чуквезе. Подача. Момент. Удар. Тео Эрнандес. Калабрия. Теперь уже он разгоняет атаку. Оливье Жиру. Он не пошел на этот мяч. Сон заскакивает в штрафную. Опасная передача. Ну что ж вы делаете, ребята? Зачем же так выкатывать мяч? Хорошая передача. Йович. Его удар. Уха. Слушайте, неплохо мяч-то летел. Очень даже неплохо. Нырни в дальний. Шансов у вратаря Тоттенхэма отразить такой выстрел бы было просто минимум. Мы забираем 3 очка. Забираем 3 очка с командой, которая в первом туре выиграла. И выиграла крупно. Но не все всегда получается одинаково со всеми соперниками. Здесь мы уже оформляем победу. Ну и вот если взять Ньюкасл, они в первом туре тоже выиграли, а во втором туре РБ Лейпциг их хлопнул 3-0. Все бывает, ребята, это футбол. Ну а сейчас нас ждет встреча с Ман Юнайтед, которые идут пока на втором месте. У них 4 очка, так же как и у нас, и у РБ Лейпцига. Ну, ребят, это, так скажем, борьба за высокие места на предсезонном турнире. Вот так вот выглядит их стартовый состав. У Хойлунда, по идее, должен уже быть геймфейс, потому что эту карьерку я начинаю после обновления FIFA, где многим игрокам добавили геймфейсы. Ну и посмотрим сейчас, на что они способны и на что способны уже мы. Пока наша команда играет скромненько. Забиваем мы по одному в каждом матче. Где-то получается выиграть, где-то нет. Ну и, ребята, сейчас встреча с МЮ, с командой, которую мы 2 сезона развивали. Бруно Фернандеш был один из лидеров этой команды. Ну и сейчас посмотрим, кто окажется сильнее. И здесь хорошая передача на Решфорда по флангу. Решфорд раскачал немножко нашу оборону. И здесь такой скрытый пас. Хорошая передача на Бруно Фернандеша. Бруно. Ой-ой-ой, какой пас, ребята. Но было положение вне игры.
с Пулишичем они здесь вдвоем разыграли. Калабрия набирает скорость. Где же там, ребята, Оливье Жиру? Подача на дальнюю, а мяч по дуге покинул, к сожалению, поле. Мы сейчас начинаем немножко прессинговать соперника, и, может быть, это хотя бы как-то нам поможет. Жиру. Мяч как-то скачет мимо наших игроков, и никто не может его укротить. Решфорд мяч сохраняет, уже подходит к нашим воротам. И нарушение фиксирует арбитр. Какое? Какое там нарушение? Ты серьезно? Удар по воротам есть, накрыли, ворота пустые. Калабрия, передача в центр. Заброс на дальнюю штангу, удар по воротам есть, Ляу, добей. Жиру. Ну вот и наши пошли моменты опасные под занавес первого тайма. А вот теперь бежать, Маласи. Сил у него немного. Но он здорово скидывает. Решфорд. Передача в центр. И Бруно Фернандеш. Закон футбола. Не забиваешь ты. Забивают тебе. Сейчас сработал на все 100%. Только-только мы пытались додавить МЮ. Они, к сожалению, для нас смогли отбиться. Ну а здесь хорошая скидка. Бруно Фернандеш бьет. Ну и... Я не знаю, как этот мяч не смог отбить наш вратарь. Вот серьезно, вот именно с такими моментами у меня и возникают вопросы по поводу игры нашего вратаря. Ляо, здорово. И полетел в атаку. Я не знаю, как его Далот догоняет, просто не понимаю. Подача в центр штрафной. Не вышла. Здесь поборолись, но... Еще и фол со стороны игроков нашей команды был. Еще одна передача. Хойлунд. Удар в ближний. У меня просто футболисты выключаются, ребята. Пас на Ляо. Передача в центр. Лофтус-Чик здорово развернулся. Ударить. Да, к сожалению, так здорово, как Пулишич в первом матче с Челси, здесь не получилось. Лофтус-Чик довольно долго разворачивался. Не совсем понятная подача. И фол. С чьей стороны? Со стороны Антони. Нет, со стороны нашего игрока. Ну вы серьезно? Ну какой фол-то? Ёлы-палы. Бруно Фернандеш. МЮ как-то пособраннее выглядит, но у них более высокорейтинговые игроки в центре поля. Чуть лучше владеют мячом Тео Эрнандес, а его тут же продавливают. Тео. Ну вот тут отличный прыжок. Хорошая передача. Лофтус-Чик. Нет офсайда. Лофтус-Чик. Они не бегут. Ну у него сил, понятно, нет. Тео Эрнандес. Ну там офсайд. Жиру не пошел. И переключила на Тео Эрнандеса. Давайте Йовича на последние минуты. Но это только лишь предсезонный турнир. У нас одна ничья, одна победа и одно поражение. В принципе, довольно закономерно. Будем улучшать команду. Вы пишите свои предложения по улучшению нашего состава в комментариях. Может быть, кого-то стоит продать, кого-то купить. Все почитаю, все посмотрю. Не забывайте поддерживать видосик своим лайком. Это помогает продвижению. Подписывайтесь на Telegram, на Twitch, на второй канал. Все ссылки в закрепе. С вами был Локи. Еще увидимся. Всем спасибо и пока-пока.